Всем привет! Сегодня я хочу поделиться собственным опытом, собственным, ну не горем, но просто проблемой, с которой, я думаю, сталкиваются практически все творцы, художники, актеры, не знаю, ну, в общем, все люди творческой профессии, что так или иначе мы проходим через испытания артблоками. Это именно тот момент, когда вы вообще не можете творить. То есть по какой-то причине все перекрывается, вам ничего не хочется, вы никак не продвигаетесь. Ну, в общем, наступает такой персональный апокалипсис. И это страшно, если с этим не работать. А если это все забивать далеко в себя, вглубь себя, как-то пытаться, в общем, по-другому это все сделать, через отрицание, это все на самом деле достаточно плохо заканчивается. Но если с этим разбираться, это как-то прорабатывать, делать упражнения, то на самом деле все можно преодолеть, потому что это не вы плохие, это просто что-то произошло и перекрыло вам поток творчества. И если поразбираться, то можно найти источник и как бы перекрыть его и включить ваше творчество обратно. Так вот, я хочу поделиться своей историей. Она у меня такая немножко странная, но все-таки она есть, и я как бы продолжаю в ней вариться, но уже достаточно успешно пытаюсь от нее избавиться. Так вот, я на самом деле вообще не подозревала о том, что у меня артблок. Я просто закончила училище, начала работать по профессии, и мне просто не надо было рисовать. То есть в училище я рисовала очень много, больше, чем нужно, и, в принципе, по многим предметам, которые у меня там были, мне нужно было рисовать, и я всегда немножко больше это делала. И не потому, что я там как-то что-то хотела выпендриться или еще что-то, а просто мне нравилось. Мне нравилось делать много эскизов, чтобы это было, ну, интересно, с разных ракурсов и так далее. Ну, то есть я любила этот процесс, мне это все нравилось. Вот. Но когда я выпустилась, начала работать, я как-то вообще это полностью прекратила. Мне даже кажется, что я когда переезжала с места на место, я тогда меняла город проживания своего, то большую часть вещей я отправила родителям, и с какой-то частью я поехала как бы в новый город, на новую работу. И вот сейчас я понимаю, что практически все свои художественные принадлежности я отправила к родителям, и они там, собственно говоря, до сих пор, большая часть из них там до сих пор и лежит. И много-много лет я вообще никак не касалась, ну, как бы лишний раз. Хотя я там попервой что-то пыталась рисовать, в основном это были графичные портреты, но это было все так мало, уже без вдохновения, уже без чего-то такого. Я подумала, что, ну, может быть, просто это не мое, мне это не нужно. Если бы я хотела, я бы рисовала. И как-то мне казалось, что ну, оно мне как бы не надо, у меня есть работа, ну, все успешно, все хорошо, как бы у меня нету лишнего времени и так далее. В общем, как-то я себя убедила, что мне, в принципе, это не надо. Но со временем какая-то такая потребность появлялась, я пыталась что-то делать, но все как бы гасло на моменте того, что я приготовила себе все, но не начинала. Вот как-то у меня вообще этот процесс не начинался. То есть у меня вроде бы как было желание, но дальше желание не шло вообще. Тогда я, опять-таки, не понимала, что это проблема. Я думала, ну, просто, может быть, как бы, опять-таки, это не мое, мне это не нужно. Если бы мне сильно хотелось, я бы смогла как-то это все сделать. А потом я начала думать, что, ну, у меня же уже навыки как-то ушли, и зачем оно мне все надо, у меня вроде бы, ну, сейчас я поменяла полностью профессию, но и тут у меня вроде бы уже все хорошо, зачем мне вообще морочиться, что это рисовать? И потом, спустя, получается, практически 8 или 9 лет, практически 10 лет, я это все как-то глушила, весь этот процесс. Я снова начала рисовать, и причем это было такое внезапное желание. Оно появилось, и я начала потихонечку это все делать, но потом меня прорвало на том моменте, когда я, купила себе гуашь, китайскую, на которой я делала обзор, и меня вот после этого понесло. Хотя гуашь я сейчас, кстати, мало рисую, я перешла на акварель, но суть не в том. Суть в том, что вот как будто прорвало плотину, мне прям захотелось. Да, я сейчас впадаю в какие-то такие состояния, когда не хочется, но это уже больше такие настроенческие вещи. Так вот, когда меня прорвало, и когда вот я начала рассказывать о своем опыте, о своем прошлом опыте, вспоминать училище, я поняла, что на последнем курсе у меня случился такой инцидент, который, собственно говоря, поставил крест на всей моей деятельности.
Но это не, ну, как бы был один, который подвел прям черту под этим всем, но, в принципе, проблема копилась. И я понимаю, что это нанесло мне очень сильную моральную травму, такую художественную травму, которую я в тот момент не заметила, и как бы из-за этого она, так знаете, очень сильно зарубцевалась и как бы, ну, оставалась все это время, как будто этого не было, как будто так и надо, в общем. Такой большой-большой рубец через все творчество. Как бы закрылась за мной эта дверь, и я считала, что так и надо. Так вот, что в тот момент происходило? Происходило следующее. У нас была очень сильная группа, с которой я занималась, то есть мои однокурсницы были к окончанию училища очень сильными художниками, и у каждой из них была какая-то либо техника, либо направление, в котором они работали. Да, это не была та техника, в которой они там всю жизнь, скорее всего, бы творили, но какой-то вот индивидуализм уже появлялся в работах, уже проявлялся, и это было видно. Это было видно, когда там мы все вывешивали работы, мы очень сильно отличались друг от друга. Ну, в общем, прослеживался. А у меня этого не было. Что-то как-то вот мне этого не происходило, либо я не замечала. Я от этого очень страдала. То есть мне казалось, что у всех все хорошо, а у меня у одной все очень не очень, что у меня нет ни техники, ни любимой какой-то материала, которого я использую. Тогда я думала, что я абсолютный график, и я упорно делала графику, хотя сейчас я понимаю, что ну, возможно, я, конечно, график, но и цветом мне тоже интересно работать. То есть я вот пыталась зажать себя в эти рамки для того, чтобы найти ну, вот свою тему, свою индивидуальность, и у меня это никак, ну, вот не получалось у меня, потому что я была абсолютно сырым художником, и это нормально. И просто моим однокурсницам повезло, что они так более-менее рано, ну, не то, что нашли свою тематику, а немножечко начали в том направлении гребсти. Так вот, все вот эти вот мои успешные однокурсники меня окружали, и меня это очень сильно давило. Я прям психовала. Я сейчас понимаю, что я вела себя ужасно, как маленький обиженный ребенок. Ну, я, в принципе, тогда и была ребенком. Мне было тогда 20, наверное, лет. В общем, я очень стрессовала, очень странные вещи делала из-за этого. Я потом через достаточно много лет извинилась перед своим преподавателем, что я себя так вела. Мне хватило мужества. Вот. И последней точкой в этом всем было то, что мы рисовали работы. Тогда, в принципе, всеми техниками, но маслом писало нас несколько человек, то есть это не было в программе, но наш преподаватель, она нам рассказывала основы и позволяла нам вне урока заниматься масляной живописью. И на тот момент я уже где-то сделала 5-6 работ маслом. Мне казалось, что у меня получилось неплохо, но вот первая работа, да, она была хороша. И вот когда я выставила все эти работы, и сейчас я вот уже дословно не помню, но суть была в том, что мой преподаватель сказала, что ну, как бы вот эти работы, они не очень, вот те березы, которые были, они были хороши, а дальше как-то не очень. Я так как говорю, вообще-то березы были первыми. Это была моя первая работа маслом, а дальше это как бы уже дальнейшие работы. То есть моя первая работа гораздо лучше, чем последующие. Она говорит, да. И я понимаю, что в тот момент я не то что... Ну, как бы это был удар очень сильный в поддых. И сейчас я понимаю, что это была такая... Ну, это был, знаете, такой апофеоз вот этой, ну, не то что ненависти, а обиды и понимание того, что я вообще никто, и я никак не рисую, и все ужасно, и у меня ничего не получается, у меня нет ни техники, ничего. И единственная моя работа маслом, она... Первая и единственная, все последующие попытки, они ужасные, и вообще зачем мне все это нужно. И вот как бы я с этим жила все эти 10 лет, пока я не начала рисовать. И, в принципе, сейчас, ну, во-первых, я это обнаружила случайно. Я это специально не делала, хотя вот я очень советую тем, кто... кажется, что он раньше вот прекрасно творил, а сейчас что-то как-то не так, попробовать пройти Джулии Кэмерон «Путь художника». Это очень полезная штука. Там и для писателей, и для художников, для всех творцов очень классные упражнения. Я их очень-очень советую. Даже можно просто отдельно подделать упражнения, тоже будет хорошо.
Так вот, и сейчас я понимаю, что я борюсь с этими последствиями. То есть они периодически вылазят, вот эти вот установки какие-то, что там я бездарный художник, я ничего не добьюсь. У меня началась проблема в том плане, что мне кажется, что я не развиваюсь, то есть я достигла какого-то уровня, который у меня был на тот момент, и как бы все. То есть вот тогда я на нем застопорилась, и сейчас я на нем остановилась, но сейчас я понимаю, что просто как бы нужно составить новый план, по которому я буду работать, развиваться. Нужно какие-то действия проделать, которые выведут меня из этого ступора. Так что как бы все нормально, но вот это осознание, что ты долгое-долгое время жил с вот этой болью, с вот этой обидой, это, во-первых, неприятно, но, конечно, очень освобождает, когда ты понимаешь это. Так что, если вам кажется, что вот у вас ничего не получается, что все плохо, что руки, руки не стоят, вам, в принципе, не хочется долгое время никак творить, попробуйте, поищите вот этот момент. Возможно, кто-то вам тыкнул, или вы сами это сделали, или что-то произошло, что поставило вам этот блок. И очень удобно это делать, кстати, через свободное письмо, даже если вы художник, неважно. Просто нужно какой-то свой поток мыслей выписывать, просто вот выписывать. Очень часто в этот момент выходят какие-то страшные, ну, страшные и не страшные вещи, какие-то ответы на вопросы, и вы можете вытянуть то, что вас так либо напугало, либо что-то вам наперекор пошло, и что поставило вам этот арт-блок. И да, советую очень сильно Джулия Кэмерон «Путь художника». Так что все, мои хорошие, надеюсь, у вас все хорошо, вам поможет моя история. Подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео, пока-пока.